Привет, друзья! В этом видео я покажу 10 простых, но эффективных приемов декорирования интерьера, которые сделают ваш дом гораздо уютнее и интереснее. Неважно, живете ли вы в съемной квартире или в собственном доме, эти советы подойдут для любого пространства. Я сам активно их использую в своих проектах и очень доволен результатом. Я уверен, что хотя бы один из этих приемов вдохновит вас на изменение вашего интерьера. Меня зовут Александр Синчугов, я дизайнер интерьера, и сегодня мы поговорим о приемах декорирования. Давайте начинать. Шторы от пола до потолка. У нас на канале есть видео, которое набрало уже несколько миллионов просмотров. Это рассказ о том, как декорировать шторами ваш интерьер. На самом деле есть много разных советов, но есть один самый важный, я считаю, и самый правильный. Он полностью перевернет картинку вашего интерьера. Чтобы потолки смотрелись максимально высокими, у вас должны быть шторы от потолка до пола, потому что я не знаю почему, но большинство вешает, вот есть стандартная высота 2,50, вот она покупается, и шторы, вот шторный карниз вешают прямо над окном, вот оттуда не спадают шторы, и у вас над окном остается вот такое огромное пространство. И вот так ваш интерьер, ваши стены смоются гораздо ниже. Но если вы закрепите карниз прямо на потолке, и шторы будут во всю длину, ваши стены точно так же вырастут, интерьер полностью изменится. Еще один важный момент. Пожалуйста, не надо делать так, чтобы шторы у вас валялись по полу. Особенно если у вас есть домашнее животное, какой-то пушистый кот, у вас вся шерсть будет вот в этих шторах. Вся пыль, вся грязь. Вам будет очень сложно пылесосить. Если у вас есть робот-пылесос, он никогда не заедет в эти шторы. Очень сложно подобрать прием, когда штора слегка касается пола. Поэтому оставляйте просто небольшой зазор, то есть его можно всегда померить, когда у вас уже установлен карниз, заказать подрезку штор вот именно под это расстояние, и если он будет небольшой, вот такой звенящий шов, это будет просто идеальное решение. Вот. Главное, чтобы шторы не валялись. Еще раз, шторы от самого потолка до пола – это не просто красиво, это еще и способ визуально сделать помещение выше и просторнее. Добавление света в интерьер. Если посмотреть на интерьеры, которые сейчас в моде, то в большинстве из них просто нет цвета. Это какой-то моноколорный интерьер, там полностью бежевый, полностью серый. Бывают полностью черные интерьеры. Почему все так боятся света? Потому что цветом нужно владеть, то есть нужно иметь какое-то художественное образование, нужно разбираться в сочетании цветов, базово знать, что такое цветовой круг, вот это самая база, вот с нее надо вообще начать. На самом деле начать может любой, вот если вы посмотрите на вот этот круг сочетания цветов и возьмете несколько приемов, вы уже будете подкованы, вам уже легче будет ввести цвет в ваш интерьер. Но если вы боитесь испортить все какими-то цветовыми пятнами, акцентами, то вы можете использовать цвет в текстиле, в том, что можно потом будет легко поменять. То есть это может быть какое-то покрывало, это может быть плед, это может быть шторы, это может быть даже маленькая подушечка. Таким образом вы уже сделаете ваш интерьер гораздо ярче. Поэтому не бойтесь использовать. Если боитесь красить стены, то используйте это в текстиле. Еще один важный момент. Когда вам дизайнер показывает эскиз вашего интерьера, то эскиз, скорее всего, выглядит вот так. То есть это лист А4, он небольшой. И вам может понравиться, что дизайнер предложил вам сделать красную стену. Но когда вы придете в вашу квартиру, которую только что покрасили этим классным, красивым красным цветом, вы увидите, что эта стена высотой 3 и шириной 5 метров. И вот эти 15 метров яркого цвета просто вас раздавят. Поэтому обязательно помните о масштабе. И то, что на картинке, на 3D-эскизе может казаться таким маленьким цветовым акцентом, то в жизни это будет просто огромный поток цвета, который может вас раздражать. Давайте подытожим. Не надо бояться ярких акцентов в интерьере. Но если вы все-таки боитесь, то используйте текстиль, который можно легко поменять. Правильный размер ковра. Почему выбор ковра – это всегда ужас? Мы постоянно с этим сталкиваемся. Ковер выбирает в самый последний момент. Во-первых, главная проблема – это когда люди узнают о том, сколько стоят ковры. Если ковер в 100 тысяч еще кого-то там может удивить, то когда появляется ковер за несколько миллионов, то это сразу же просто шок. И действительно бывают такие ковры. Просто поверьте, посмотрите сайты с коврами. Но это не тема нашего разговора. Я хотел сказать о правильном выборе размера ковра. Есть один очень простой способ, как объяснить правильный размер ковра. Вот у вас есть гостиная. Это такое море. Вот пол – это не лава, пол – это море. И в нем плавает ваша мебель. Диван, кресло, столики. И вот это все должно быть объединено ковром. То
То есть ковер должен обязательно заходить под передние ноги мебели. Тогда вся вот эта разрозненная композиция соберется вместе, и вы получите такой цельный интерьер. Но если у вас отдельно ковер, отдельно там диван, отдельно кресло, то это будет полный хаос и не будет смотреться цельным каким-то красивым интерьером. Ну и, конечно, не забывайте о функционале ковра, то есть если вы утром слезаете с кровати, то ковер не должен быть таким маленькой полосочкой, да, вы обязательно должны вставать на него ногами, вам должно быть удобно. Или, наоборот, гигантский ковер-самолет, да, на котором улетит вся ваша мебель, тоже будет смотреться странно. Поэтому смотрите за этими нюансами, чтобы размер ковра был бы еще и функциональным. Давайте подытожим. Правильно выбранный размер ковра может соединить все предметы в комнате в одну целую композицию и сделать ее более уютной. Искусство на стенах. Живопись и другое настоящее искусство – это то, что полностью меняет ваш интерьер. Это то, что наполняет его душой, это то, что наполняет его тем, что резонирует в вас. То есть интерьер становится именно вашим и ничем иным. В комментариях под рассказом про мою квартиру мне постоянно пишут, что твоя картина в золотой раме, но это полный бред, где ты вообще ее достал, она вообще никак не ассоциируется с твоим стилем, она выбивается из стиля. А я считаю, что это вот максимально мой стиль. И если вы посмотрите ролик про дизайн в этой квартире, а не другой ролик про ошибки, где я ничего не говорю про эту квартиру, то вы поймете, что эта картина – это, наверное, самое важное, что вообще есть в этом интерьере, важное для меня, то есть в ней нет какой-то там галерейной ценности или чего-то такого. Но именно вот эта история с этим с искусством делает интерьер моим. Есть очень большая разница, когда мы фотографируем наши законченные интерьеры между теми, где есть искусство и где нет искусства. Вообще я знаю, что многие дизайнеры, работающие с самыми топовыми заказчиками, когда какая-то роскошная квартира за сотни миллионов, начинают работу именно с исследования вкусов заказчика в плане искусства. Вот у нас недавно был заказчик, и мы с ним обсуждали именно его любимых художников, там, его любимого итальянского скульптора. И у него, в принципе, весь интерьер строился на предметах искусства. И это, конечно, гораздо было интереснее, чем просто вот мне нравятся такие светильники там, или такие стулья. Я люблю там деревянный пол. Такой интерьер, ну, он более обобщенный, более простой. И когда разговор идет уже о каких-то глобальных историях, а когда интерьер дорогой, там всегда есть какая-то интересная история и концепция, то тут искусство очень большой помощник. Оно поможет вам рассказать историю такого заказчика. Картина может быть яркой, кричащей, может быть пастельной, успокаивающей. На ней может быть какой-то библейский сюжет или какая-то, не знаю, сцена страшная. На ней может быть какое-то умиротворение, какой-то пейзаж. То, что выражает вашу личность в вашем интерьере. Ну, давайте еще раз подведем итог. Искусство делает пространство живым и помогает выразить вашу личность. Мертвые цветы и сухоцветы. Сейчас в интерьерах очень популярны сухоцветы. Я сам их очень любил. У меня была история, когда в Карелии я прыгнул в сугроб, провалился прямо по пояс, чтобы достать борщевик. И после этого я получил кучу комментариев о том, что борщевик – это вредное растение, которое обжигает вашу кожу. Но, друзья, оно действительно вредное, оно не обжигает кожу, оно избавляет вас от защиты, вас сжигает ультрафиолет. Но это все не важно, потому что мертвое растение, оно никак вас не сжигает и никак не может причинить вам вред. Но самое главное, что оно мертвое. И тоже касается мертвых цветов, искусственных цветов. По сути, они наполняют ваш интерьер неправильным вайбом. И, конечно, гораздо интереснее использовать да те же ветки с улицы, которые ничего не стоят. То есть ты находишь на улице ветку, ставишь ее в вазу и получаешь красивый такой уютный интерьерный акцент. Гораздо хуже будет смотреться, может быть, даже красивый, но мертвый букет. Если вспомнить какую-нибудь галерею, какой-нибудь музей и натюрморты, выстроенные там, то вряд ли вы увидите какой-то натюрморт с мертвыми цветами. Скорее всего, это будет что-то красивое, цветущее, яркое. Поэтому, друзья, сухоцветы и другие мертвые цветы лучше заменить на живые. Ну или хотя бы на какую-то веточку или там кусок растения с улицы. Не используйте мертвые цветы в вашем интерьере. Интерьерные ароматы. Я не понимаю, почему большинство не использует этот простой прием – интерьерные ароматы. Я помню еще из детства, когда приходил к соседям, когда приходил к друзьям, в каждой квартире был свой собственный аромат. Я прям, наверное, вот человек, который очень любит
ароматы, и реально каждая квартира пахнет по-своему. Так почему не сделать ваш интерьер пахнущим чем-то очень крутым, очень приятным, что будет ассоциироваться с вами? Ну вот все же любят пользоваться парфюмом. Почему нельзя использовать этот парфюм для вашего интерьера? Сейчас очень много всего для интерьерных ароматов. Есть ароматические свечи, есть специальные масла, есть диффузоры. Я думаю, что все видели вот эти баночки, в которые вставляются палочки, которые постепенно распространяют запах. Наслаждайтесь вашим интерьером не только глазами, не только тактильно, а наслаждайтесь еще и запахами, классными запахами в вашем интерьере. Подводя итог, интерьерный парфюм сделает дом уютным и живым. Поддержание порядка и минимализм. Есть очень простая формула. Беспорядок равно отсутствию уюта в вашем доме. Просто наведите порядок в вашем доме. Ставьте вещи на свои места. Найдите свои места для ваших вещей. Не перегружайте интерьер лишними деталями. Не надо много акцентов. Я не люблю минимализм, но в любом случае предметов не должно быть много. Каждый предмет должен быть ценным. И если этот ценный предмет стоит на своем месте, то он акцентирует на себе внимание, он привлекает, он дает вашему интерьеру глубину. Я часто читаю комментарии о своей квартире, что ты только заехал, у тебя идеальный порядок, но поживи год, и эта квартира превратится в ужас. Но нет, я просто делаю уборку, я просто не создаю бардак. Надо помнить, что порядок дает еще и спокойствие. В интерьере, освобожденном от хлама, от лишних деталей, вам очень спокойно, вы отдыхаете, вы наслаждаетесь этим пространством. Какой же вывод? Чистота и порядок – это основа уюта в любом доме. Уникальные вещи, антиквариат и винтаж. Как сделать интерьер индивидуальным и именно вашим? Для этого идеально подойдет антиквариат и винтаж. Со мной очень часто спорят в комментариях в рассказе про мою квартиру. У меня там стоит кресло IKEA, ему 20 лет, я его купил на Авито и перетянул его новой кожей, дал ему новую жизнь. И я пишу, что это винтаж. Не антиквариат, я пишу, что это винтаж, ему 20 лет. И просто в комментариях там начинается какая-то буря эмоций, говорят, что какой это винтаж, это же обычная IKEA, там, пусть ей 20 лет, это больше похоже на хлам, чем на винтаж. Друзья, это просто обычное определение. Мебель, которая подходит к 20-летнему возрасту, она становится винтажом, винтажной. Вы также можете пойти на какую-нибудь барахолку и найти какие-нибудь предметы из советского прошлого, которым даже больше лет, там больше 30-40 лет. Это будет точно такой же винтаж. Антикварная история это уже больше 50-60 лет, и, наверное, это больше разговор про какие-то аукционы, какие-то антикварные лавки. Ну, вряд ли вы найдете что-то такое антикварное стоящее на блошином рынке. Но почему-то мне кажется, что такие вещи очень быстро исчезают оттуда. Но, возможно, вы найдете клад, и у вас получится. Так вот, винтажная мебель, являясь чем-то уникальным, тем, что есть только у вас, то, что откликается в вас и заполняет ваш интерьер какими-то своими историями, сделает интерьер максимально уникальным. Он, конечно же, будет отличаться от других интерьеров, где стоит серийная мебель, от интерьеров, которые похожи один на другой, где очень сложно найти вообще разницу. Сейчас очень много такого дизайна, когда непонятно, какая студия, непонятно, для кого этот интерьер. Так вот, какие-то такие винтажные вещи, они сразу же наполнят ваш интерьер вами, даже если эта вещь никак не связана с вашей историей. Подытожим. Уникальные предметы с историей придают интерьеру индивидуальность и глубину. Светильники, которые преобразовывают пространство. Светильник, центральная люстра могут стать главным акцентом вашего интерьера. Поэтому я против подделок. Это вообще странно, да, если у вас центральный ваш дизайнерский элемент – это подделка. Возьмите какой-то оригинальный предмет, посмотрите какие-то локальные производства. Не бросайтесь на вот прямые подделки, когда просто берется какая-то копия дорогого там итальянского или американского светильника. Меня очень вдохновила история галеристки Гисич. Она занимается также и дизайном интерьера такого топового уровня, и у нее были заказчики с квартирой, там висела какая-то люстра из 90-х, они говорят, вот все можно снести, но, пожалуйста, вот, ну, там ремонт уже был, она говорит, все можно снести, но, пожалуйста, оставьте вот эту люстру. Мы понимаем, что ее вряд ли можно куда-то уже пристроить, она такая из 90-х, но при этом она так много стоила, нам просто жалко ее выкидывать. И дизайнеры придумали такой прием, они оставили эту люстру,
но они не стали даже ее включать. То есть они сделали подсветки по периметру, которые подсвечивают эту люстру. И люстра таким образом стала таким, знаете, центральным арт-объектом, светящимся хрусталем, который подсвечен снаружи. Ну, это такая, как, знаете, как центральная какая-то история. То есть это вообще не про свет. Это совершенно какой-то вот другой подход к вашему интерьеру. Поэтому, пожалуйста, когда вот вы делаете вашу квартиру, если у вас нет, например, бюджета на какой-то оригинальный дорогой свет, на какие-то сложные технические схемы, просто подумайте головой, да, проявите смекалку и придумайте какой-то интересный ход, который может заменить вам вот эти дорогие предметы. Ну и также очень много дизайнерского света, который является не просто люстрой и светильником, а является действительно произведением искусства, когда дизайнер вложил в него всю свою душу. И такой светильник также наполняет интерьер какими-то своими историями, историями этого дизайнера, концепциями, которые могут быть близки вам и сделают ваш интерьер уникальным. Поэтому помните, светильники создают атмосферу и могут стать ярким акцентом, который преобразит вашу комнату. Открытые полки с мелкими предметами. Наши заказчики нам очень часто говорят: у нас очень много сувениров из поездок, у нас много ваз, у нас много красивой посуды. Сделайте нам, пожалуйста, огромный стеклянный, прозрачный витраж в гостиной. Мы все это туда выставим, и это будет очень красиво. Это не будет красиво. Вот просто поверьте мне, у вас будет просто такой кусок огромный визуального шума, вот этого нагромождения разных цветов, фактур, объемов. Когда мы делаем фотосессию реализованного проекта и приглашаем декоратора, вот украсить огромный стеклянный стеллаж – это всегда очень большая проблема, чтобы это смотрелось цельно, красиво и интересно. Чаще просто его оставить вообще пустым или вообще не фотографировать, потому что, чтобы его наполнить красиво и эстетично, это надо быть просто максимальным профессионалом своего дела. То есть магниты из поездок вам не подойдут. Туда нужно привезти просто 5 сумок декора, все это аккуратно расставить, чтобы все сочеталось, и это будет реально для вас большой проблемой. Поэтому, пожалуйста, если вы не профессиональный декоратор, то постарайтесь не делать вот эти огромные стеклянные стеллажи. Гораздо практичнее будет вместо выставления всех вот этих ваших ярких фотографий собрать их в красивый альбом, и когда вам захочется поностальгировать, просто достать его, посмотреть и опять убрать его на полку. Это будет гораздо эстетичнее в вашем интерьере. Ну и подводя итог, вместо открытого хранения лучше используйте закрытое. Не превращайте свой дом в музей визуального винегрета. Эти 10 простых, но действенных приемов декорирования помогут вам создать уютную атмосферу в вашем доме. Но помните, главное – это внимание к деталям. Уют начинается с любви к своему пространству и заботы о нем. Пожалуйста, напишите в комментариях, какой из этих советов вам кажется самым полезным, а какой, может быть, вы уже применяете в вашем интерьере. И, конечно же, не забывайте подписываться на все наши социальные сети, чтобы не пропустить новые идеи для вашего интерьера. Пока-пока!